горки так нормально тулит. Но только с горки. В горку такое ощущение, как будто якорь у него сзади, когда в горку едешь на нем. А с горки так окей, нормально вроде. Да. Накатом он, конечно, никогда не выделялся, этот велик. Кататься тоскливо и тяжко. Вау! Зацените якорь. Вообще крутяк. Офигеть. Это не от меня отвалился, интересно? 210. У меня ощущение, что это мой. Потому что этот велик идет реально так, как будто за ним вот такая вот фигня болтается. Еле-еле едет. Слушай, может сейчас лучше поедет, если отвалился. А ну-ка. А, не, нифига. То же самое. Не мой. Да, нету ничего хуже для велика, чем песок. Песок это прям вообще не гуд. Такая тема. Если песка натрусил, блин, хорошо бы его куда-то деть. Песок сразу кругом залезет. Ну, погнали. Задача выпить кофе, прогулять бедный велик, который стоит на балконе без дела. Уже, наверное, скоро год будет, как я на нем не катался. Ну, кстати, даже не полностью спустили колеса. Еще хоть как-то едет. Это хорошо. Ну и, в принципе, подышать воздухом, пробежечка и вперед. Вот так вот. Вперед домой. Да, нагрузка на ноги непривычная после электровелика, ну, особенно на спущенных колесах. Но проходить полицейских одно удовольствие. Не дребезжит ничего. Велик идет сбито, но как идет? Он нифига не идет. Такое ощущение, как будто у него реально якорь привязан на цепи. И он сзади где-то там волочится за этим великом. Ну просто, блин, ужас. Ну точно, как электровелик с выключенным мотором. Вот, ну не знаю, как вообще можно было, блин, такой велик сделать? Что я только не делал в поисках наката. И нифига у меня не получилось. Все втулки настроены в идеал. Менял резину на гладенькую. Все причина в весе. Вес, он просто тут губительный. Я не знаю. Велик тяжелый и ужасно затяжеленный. Ну, никакого смысла покупать такой велик для гражданской езды вообще нету. Это чисто для трейловых спусков где-то в серьезных условиях при очень больших нагрузках. Да, ну и вот есть у меня мысль этот велик просто махнуть не глядя на электровелик на моторе Bosch. Там разные есть варики. Надо будет посмотреть, какой лучше выбрать. Там типа и дамская есть рама, есть на карбоне, кстати, даже полностью велик на моторе Bosch. Не знаю там состояние батареи, но есть из чего выбрать, в принципе. И 1 к 1 можно махнуть. Вот, или если на карбоне, то с доплатой там 100-150 евро. И прям окей, будет классный электровелик. Не знаю, заморачиваться есть смысл или нет, сейчас думаю. Или просто продать его и все.
Потому что, ну, я на нем не езжу. Мне просто нет смысла как бы его там засаливать их на балконе, эти велики. Короче, нету смысла. Класс. Цветет уже все. Просто бомба. Так, ну вот, можно выпить кофе. Удивительно, конечно. Это ж надо было сделать такой велик, который, ну, совершенно не едет. Ну, настолько тяжелый и настолько тяжко на нем крутить. Это просто что-то такое, что-то, ну, слишком too much, ну, реально. Откуда-то берется все это лишнее сопротивление. Ну, что ясно и очевидно, это вес. Большой вес. Этот велик, конечно, он затяжелен. Затяжелен сильно, ну, это понятно почему. Он крепкий, рассчитан на нагрузки, рассчитан на спуски. Поэтому он и крепче, может быть, раза в 2, чем какой-то дорожный велик. Хотя, ну, Cannondale горный тоже, в принципе, горный велик, ну, начало там 90-х. Но он вообще как пушинка. Он, такое ощущение, как будто он в 2 раза легче, чем вот этот велик. Настолько же он, ну, классный. Вообще супер. Этот велик, ну, что сказать про него? Это продукт маркетинга. Он красивый, он кричащий, на, блин, супер широких красивых шинах. Он сделан для того, чтобы его просто впарить. Ездить на нем очень тяжело, крутить на нем очень тяжело. Типичный продукт маркетинга, больше, в принципе, тут ничего не добавишь. Сиденье на велике сколько все-таки решает. Поставил сиденье чуть пошире от электровелика и кайфую, ну, прям супер удобно, очень. Регулируется оно относительно каретки тоже очень хорошо. Я доволен самим сиденьем. Но в целом я этот велик давно уже собираюсь или продать, или поменять. Сейчас появился варик, поменять его на электровелик на моторе Bosch. У нас есть магазины бэушных великов, там есть такие интересные варианты на кареточных моторах этих Bosch CX, там Performance Line, вот эти вот все. Ну, мотор так себе, насколько я понял, это, ну, это не то, конечно. И мощность там 250 ватт, и едет он 25 км/ч максимум, больше он не развивает. Да, но у него есть одно преимущество у тех моторов, батареи, и там хватает что-то около 80-90 километров. А у меня где-то, ну, может быть, 40-45, наверное, максимум. И это бы дало мне возможность поехать куда-то подальше, на какие-то прикольные локации там, посмотреть, поснимать какие-то прикольные места. Потому что с моей батареей сейчас это надо 2 батареи, а вторая батарея моя, ну, немножко она что-то прихворала. Надо посмотреть, что с ней случилось там. Да, ну так, в принципе, хорошо иметь запасной велик, на котором можно выехать, когда или сломался один. Это как с машиной, когда у тебя одна тачка, если она сломалась, пока ты ждешь запчасти там, пока она в процессе, то ты всегда, конечно, будешь счастлив съездить на какой-то подменной. А если у тебя ее нету, то, конечно, походишь пешком. Тут такая же история. Прикольно, когда есть просто велик, и на нем можно съездить тогда, когда один или не работает, или еще какие-то причины. Но 4 велика — это, конечно, too much. Насобирал я 4 велика, это много. Надо потихоньку куда-то их распихивать или просто во что-то их конвертировать. Вот, например, поменять на электричку, тогда хотя бы можно будет его использовать. А когда он просто стоит без дела, это напрягает. Напрягает, просто морально напрягает, потому что он, ну, не приносит радости. Ведь наверняка есть люди, которые катались бы на нем с огромным удовольствием где-нибудь в горах там или
где-то в другом месте, где он более будет удобный на тех дорожках, для которых он сделан. Здорово. Абрикос, наверное, цветет. Просто класс. Офигенно. И вот трогаешься, и палец ищет, где же курок этот магический, чтобы нажать и тронуться. Ой, капец, а его нету. О, а ты. Привет. Привет, коты. Здорово. Как дела? Здоровки. Порядок. Не взял ничего сегодня. Обычно беру. Они, кстати, не особо и хавают. Там возьмешь им какую-нибудь курицу или там что-то такое. Они уже привыкли, их кормят кошачьим кормом. И они уже привыкли к нему. Лопают его и, в принципе, ну так, не особо даже курицу какую-то или там бекон. Я как-то брал, но они реально не едят. Такая интересная штука. Морской кот. Да, похоже на то, что сейчас натянет дождь. Буду я, наверное, спешить, насколько это вообще возможно на этом велике. Так что всем пока. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем здоровья. До новых видосов. О том, чтобы заехать в горку, и речи быть не может. В горку только пешком. Да, кот? Ты тоже считаешь, что надо на электровелике ездить? Или ты вообще никак не считаешь? Что думаешь по этому поводу? Не пахнет едой, скажи. С тобой неинтересно. Ну да.